Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест на Адриатике, на солнечный остров Хвар. Это настоящий рай для любителей природы, историй и вкусной еды. Вместе мы прогуляемся по узким улочкам старинных городов, поднимемся к древним крепостям, насладимся видами лавандовых полей и заглянем на лучшие пляжи острова. Так что устраивайтесь поудобнее. Впереди вас ждет незабываемое путешествие по жемчужине Хорватии. Остров Хвар, расположенный в Адриатическом море у побережья Хорватии, имеет богатую и сложную историю. Первые следы человеческого присутствия на Хваре относятся к эпохе неолита. Археологические находки, такие как керамические изделия и каменные орудия труда, подтверждают существование древних поселений на острове. Впоследствии здесь обосновались иллирийские племена, которые занимались земледелием и морской торговлей. В IV веке до нашей эры на остров пришли греческие колонисты с острова Парос и основали здесь поселение Фарос, нынешний Стариград, которое стало важным торговым и культурным центром. Именно от этого древнегреческого названия происходит современное название острова. Греки принесли с собой передовые технологии земледелия и виноделия, что повлияло на дальнейшее развитие хозяйства Хвара. В I веке до нашей эры остров стал частью Римской империи. Во времена римского господства Хвар процветал благодаря сельскому хозяйству и торговле. Были построены виллы, дороги и укрепления. После падения Западной Римской империи Хвар подвергался нападениям варварских племен и переживал периоды нестабильности. В середине века остров стал ареной борьбы между Византийской империей, славянскими племенами и Венецией. В XI веке Хвар вошел в состав Хорватского королевства, а позже стал частью Венгеро-Хорватского королевства. В 1420 году Хвар оказался под властью Венецианской республики, которая на протяжении 4 столетий оказывала значительное влияние на его культуру и архитектуру. В этот период остров стал важным центром торговли и судоходства в Адриатическом регионе. Во время венецианского правления на Хваре процветала культура. В XVI веке здесь был построен один из первых общественных театров Европы – Хварский театр. Остров также стал центром литературной и художественной жизни. Однако этот период не был полностью мирным. Хвар переживал восстания и столкновения с османскими войсками. После падения Венецианской республики в 1797 году Хвар перешел под контроль Австрийской империи. В XIX веке остров временно находился под властью наполеоновской Франции, но затем вновь вернулся в состав Австрийской империи. Этот период принес модернизацию инфраструктуры. После Первой мировой войны Хвар стал частью королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Югославии. В ходе Второй мировой войны остров был оккупирован итальянскими и немецкими войсками, а местное население активно участвовало в партизанском движении. После войны Хвар стал частью социалистической федеративной республики Югославии. В этот период развивались туризм и сельское хозяйство, особенно производство вина и лаванды. С распадом Югославии в 1991 году Хвар стал частью независимой Хорватии. Сегодня остров является популярным туристическим направлением, известным своими историческими памятниками, живописными пейзажами и развитым виноделием. Остров Хвар обладает разнообразным и живописным рельефом. Он является частью архипелага Центральной Далмации и протягивается с запада на восток на длину около 68 километров, что делает его одним из самых длинных островов Адриатики. Остров характеризуется сочетанием горных хребтов, долин и прибрежных равнин. Основу рельефа Хвара составляют известняковые и доломитовые породы, которые формируют его холмистый и пересеченный ландшафт. На острове протянулась центральная горная гряда с самой высокой точкой – горой Святого Николая, высота которой достигает 628 метров над уровнем моря. Этот массив обеспечивает впечатляющие панорамные виды на окрестности и является важной природной доминантой острова. Склоны горной цепи спускаются к побережью, образуя террасы, которые издавна использовались для сельского хозяйства. Здесь выращивают виноград, оливковые деревья и лаванду. В некоторых районах рельеф дополнен карстовыми формами, такими как пещеры и углубления, типичными для известняковых ландшафтов.
Эти природные образования создают уникальные геологические особенности острова. На Хваре также присутствуют плодородные долины, наиболее известной из которых является Стариградское поле, включенное в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Эта долина, сформированная аллювиальными отложениями, славится своей ровной и плодородной почвой, которая веками использовалась для выращивания сельскохозяйственных культур. Побережье Хвара изрезано заливами и бухтами, образующими множество естественных пляжей и укромных мест. На северном побережье преобладают более пологие берега с заливами, тогда как южное побережье отличается крутыми скалами и живописными обрывами. Здесь встречаются как галечные, так и скалистые пляжи, которые привлекают туристов своей красотой и чистотой воды. Растительность острова тесно связана с его рельефом. На склонах гор растут сосновые леса и среднеземноморская маквиса, а в долинах и на террасах распространены культурные посадки. Такое разнообразие ландшафтов делает Хвар не только привлекательным для туристов, но и важным с точки зрения природного наследия региона. Остров Хвар известен своим мягким среднеземноморским климатом, который считается одним из самых приятных в Европе. Остров получает большое количество солнечных дней в году, в среднем более 2700 часов солнечного света, что делает его одним из самых солнечных мест Адриатики. Это привлекает туристов круглый год и обеспечивает благоприятные условия для сельского хозяйства. Лето на острове теплое и сухое. Средняя температура воздуха в летние месяцы составляет около 25 градусов по Цельсию, но часто достигает и превышает 30 градусов по Цельсию. Ночи при этом остаются комфортными благодаря легкому морскому бризу. Осадки в летний период крайне редки, что способствует активному туристическому сезону. Морская вода прогревается до 26 градусов по Цельсию, обеспечивая идеальные условия для купания. Зима на Хваре мягкая и дождливая. Средняя температура воздуха в зимние месяцы колеблется около 9 градусов по Цельсию, крайне редко опускаясь ниже нуля. Снег на острове практически не выпадает, а заморозки являются редкостью. Зимний период сопровождается повышенной влажностью и частыми, но непродолжительными дождями. Весна приходит рано и приносит постепенное потепление. Уже в марте температура воздуха поднимается до 15 градусов по Цельсию, а природа острова начинает расцветать. Этот период особенно популярен среди любителей активного отдыха и пеших прогулок. Весной дожди становятся реже, а солнечные дни преобладают. Осень на Хваре теплая и приятная. В сентябре и октябре температура остается комфортной, около 20-25 градусов по Цельсию, а морская вода долго сохраняет тепло после летнего сезона. Осадки начинают увеличиваться ближе к ноябрю, но осень по-прежнему остается популярным временем для посещения острова. Ветровые условия на острове также имеют свои особенности. Летом преобладают легкие северо-западные ветры, которые создают комфортные условия для парусного спорта и освежают воздух в жаркие дни. Зимой и осенью могут дуть более сильные юго-восточные ветры, приносящие влажную и пасмурную погоду. Благодаря своему климату Хвар идеально подходит для выращивания винограда, оливковых деревьев и лаванды, а также является привлекательным местом для отдыха круглый год. Сочетание мягкой зимы и теплого лета делает климат острова не только комфортным для жизни и туризма, но и благоприятным для богатого биоразнообразия и сельскохозяйственной деятельности. Остров Хвар является домом для нескольких тысяч человек. Согласно последним данным, население острова составляет около 11 тысяч жителей, которые проживают в различных городах, поселках и деревнях, расположенных вдоль побережья и в центральных районах. Крупнейшими населенными пунктами острова являются город Хвар, который служит культурным и административным центром, Стариград, Врбоска и Елса. Основную часть населения составляют хорваты. Некоторые исторически обосновались на острове и сохраняют свои культурные традиции и обычаи. Большинство жителей острова исповедуют католицизм, что заметно по большому количеству церквей и религиозных праздников, которые играют важную роль в общественной жизни. Традиционные занятия населения – это сельское хозяйство, рыболовство и виноделие. Остров славится своими виноградниками, оливковыми рощами и лавандовыми полями. Производство оливкового масла и вина продолжает оставаться важной частью местной экономики. В
последние десятилетия туризм стал главным источником дохода для многих семей, и многие жители занимаются предоставлением гостиничных услуг, ресторанным бизнесом и организацией экскурсий. Внутренняя миграция также оказала влияние на демографическую картину острова. В течение 20 века многие жители покидали остров в поисках работы на материке или за границей. Однако в последние годы, благодаря росту туристического сектора, наблюдается обратный процесс. Часть молодого населения возвращается на остров и занимается бизнесом в сфере туризма. Культура и образ жизни местных жителей тесно связаны с природой и традициями. На острове популярны народные праздники, музыкальные и культурные мероприятия, которые привлекают как местных жителей, так и туристов. Жители острова отличаются гостеприимностью и гордостью за свое культурное наследие. Остров Хвар отличается богатым и разнообразным природным миром благодаря своему мягкому среднеземноморскому климату и географическому положению. Флора острова насчитывает более 1000 различных видов растений. Преобладают типичные для среднеземноморского региона виды, такие как вечнозеленые кустарники, сосны и кипарисы. Значительные площади занимают леса, где растут алепская сосна, дубы и другие виды деревьев, устойчивые к сухому климату. На острове широко распространена маквиса – густые кустарниковые заросли, состоящие из мирта, лавра, земляничного дерева и различных травянистых растений. Весной и летом остров расцветает ароматными травами и цветками, среди которых особенно выделяются лавандовые поля, ставшие символом Хвара. Лаванда выращивается на террасированных склонах острова и используется для производства эфирных масел и сувениров. Кроме того, здесь произрастают розмарин, шалфей и тимьян, которые активно используются в местной кухне и медицине. Плодородные долины и террасы острова отведены под виноградники и оливковые рощи. Виноградство и производство оливкового масла имеют многовековую историю и остаются важной частью местного сельского хозяйства. Также на Хваре встречаются миндальные деревья, цитрусовые и фиговые деревья. Фауна острова включает множество видов птиц, млекопитающих и рептилий. На Хваре обитают мелкие млекопитающие, такие как зайцы и куницы. В лесных и открытых ландшафтах можно встретить множество видов птиц, включая соколов, сов и певчих птиц. Берега и прибрежные воды острова богаты морской фауной. В Адриатическом море вокруг Хвара обитают различные виды рыб, морские ежи и моллюски. Иногда можно увидеть дельфинов, которые появляются в прибрежных водах. Кроме того, на острове обитают разнообразные насекомые, включая редких бабочек и пчел, которые играют важную роль в опылении растений. Среднеземноморский климат и чистая природа создают идеальные условия для сохранения биоразнообразия флоры и фауны острова, делая его ценным природным объектом и популярным местом для экологического туризма. Остров Хвар славится своими историческими и природными достопримечательностями, которые привлекают туристов со всего мира. Главным городом и культурным центром острова является Хвар, где расположено множество архитектурных памятников и живописных мест. Одной из самых известных достопримечательностей города является крепость Шпаньола, построенная в 16 веке на холме, откуда открывается панорамный вид на город и окружающее море. Внутри крепости сохранились старинные орудия и музейная экспозиция. Центральной площадью города является Пьяцца, одна из крупнейших и самых красивых городских площадей Далмации. Здесь находится собор Святого Стефана, построенный в стиле Ренессанс и барокко, с богатым внутренним убранством и уникальной колокольней. Рядом расположена знаменитая Хварская лоджия и часовая башня, которые являются важными архитектурными памятниками эпохи Венецианской республики. Одной из главных культурных жемчужин острова является Хварский театр, основанный в 1612 году и считающийся одним из старейших общественных театров Европы. Его историческое здание привлекает не только любителей театрального искусства, но и ценителей архитектуры. На острове также расположен Стариград, одно из древнейших поселений в Адриатическом регионе. В его окрестностях находится Стариградское поле, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной системе земледельческих террас, которая сохранилась со времен древних греков. Здесь можно увидеть каменные стены и сооружения, свидетельствующие
о тысячелетней истории сельского хозяйства на острове. В Елесе туристов привлекает набережная и старинные церкви, а Врбоска, прозванная Маленькой Венецией, знаменита своими живописными каналами и укрепленной церковью Святой Марии, которая служила защитой от нападений пиратов. Природные достопримечательности острова не менее впечатляющие. Южное побережье Хвара славится крутыми скалами и скрытыми бухтами с кристально чистой водой. Одной из самых известных природных жемчужин является пляж Дубовика, окруженный оливковыми рощами и сосновыми лесами. Важной природной достопримечательностью являются также Паклинские острова, архипелаг из живописных островков, расположенных недалеко от города Хвар. Эти острова популярны среди любителей яхтинга и дайвинга, благодаря своим укромным бухтам и богатой подводной жизни. Кроме того, на Хваре можно посетить множество старинных монастырей, таких как Францисканский монастырь и Бенедиктинский монастырь, где монахи изготавливают знаменитое кружево из агавы. Остров Хвар сочетает в себе богатое культурное наследие и потрясающую природу, делая его уникальным местом для путешественников, ценящих историю, архитектуру и природные красоты. Остров Хвар предлагает разнообразные развлечения, которые подойдут как любителям активного отдыха, так и тем, кто ищет спокойное времяпрепровождение. Одним из самых популярных видов досуга на острове является пляжный отдых. На Хваре множество живописных пляжей с чистой водой, таких как Дубовика, Лючте и Пальмежана на Паклинских островах. Здесь можно не только наслаждаться солнечными ваннами, но и заниматься плаванием, сноркерлингом и дайвингом. Для поклонников водных видов спорта остров предоставляет отличные возможности для парусного спорта, виндсерфинга и каякинга. Паклинские острова, расположенные неподалеку от города Хвар, стали излюбленным местом для яхтсменов благодаря своим укромным бухтам и живописным ландшафтам. Организуются экскурсии на катерах и яхтах, которые позволяют исследовать прибрежные красоты и насладиться морскими прогулками. Любители активного отдыха могут отправиться в походы по многочисленным тропам острова. Популярные маршруты переходят через лавандовые поля, виноградники и сосновые леса, а также ведут к смотровым площадкам с захватывающими видами на Адриатику. Велосипедные туры также набирают популярность среди туристов, особенно в окрестностях Стариградского поля и вдоль побережья. Хвар славится своей богатой культурной жизнью и разнообразными мероприятиями. В течение года на острове проходят музыкальные фестивали, концерты под открытым небом и театральные постановки. Одним из самых известных событий является фестиваль лаванды, который привлекает гостей ароматами и яркими красками цветущих полей. Также проводятся гастрономические фестивали, на которых можно попробовать местные деликатесы и вина. Вечером жизнь острова сосредоточена в городе Хвар, который славится своими барами, ресторанами и клубами. Многие заведения предлагают живую музыку и вечеринки, которые длятся до самого утра. Для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, остров предлагает дегустации местных вин и гастрономические туры. Винодельни на Хваре предлагают посетителям попробовать вина, произведенные из автохтонных сортов винограда, таких как Плавац Мали. Также можно посетить оливковые хозяйства и попробовать натуральное оливковое масло. Экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям дополняют список развлечений. Посещение крепости Шпаньола, Хварского театра и Стариградского поля позволяет глубже понять богатую историю острова. Транспортная система на острове Хвар хорошо развита, несмотря на его относительную удаленность от материка. На остров можно добраться как на пароме, так и на катамаране, которые соединяют Хвар с материковой частью Хорватии, особенно с городом Сплитом. Порты в Хваре и Стариграде активно принимают пассажирские и автомобильные паромы, которые ходят регулярно, особенно в летний сезон. Паромные рейсы из Сплита и Дрвеника предлагают удобное сообщение с островом, а время в пути составляет около 2 часов на пароме и около часа на катамаране. Также из Сплита можно сесть на катамаран, который доставит вас в город Хвар за примерно час. На острове налажено автобусное сообщение, которое соединяет все основные города и деревни. Автобусы удобно ходят по маршруту Хваром, Стариградом и Врбоской, а также в менее населенные районы. Внутренний транспорт на острове достаточно удобен для туристов, так как маршруты охватывают все ключевые места, включая природные достопримечательности. Однако в летний сезон, когда остров принимает много туристов, автобусный транспорт может быть перегружен, поэтому планировать поездки нужно заранее.
Автомобиль можно арендовать в городах Хвар и Стариград, что позволяет удобно исследовать более удаленные уголки острова, такие как Поклинские острова или винодельческие регионы. Аренда автомобиля популярна среди туристов, которые хотят самостоятельно исследовать остров и его окрестности. Многие туристы также предпочитают аренду мопедов или скутеров, что особенно удобно для коротких поездок по острову, так как остров не очень большой. Для тех, кто предпочитает путешествовать по воде, на острове также есть возможность арендовать небольшие лодки или катера, что позволяет исследовать побережье и скрытые бухты. Некоторые компании предлагают водные такси, которые могут доставить вас в труднодоступные места, включая Поклинские острова или частные пляжи, недоступные для крупных судов. Время от времени можно встретить и велосипедистов, которые активно пользуются множеством велодорожек и маршрутов, проходящих по острову. Вдоль побережья и через внутренние районы проложены удобные и живописные велосипедные маршруты, которые становятся особенно популярными в весенние и осенние месяцы. Так или иначе, транспорт на острове Хвар позволяет путешественникам легко перемещаться по его территории, исследуя все богатства этого красивого уголка Хорватии. Остров Хвар предлагает широкий выбор вариантов проживания, которые удовлетворяют потребности разных категорий путешественников, от роскошных отелей до бюджетных апартаментов и кемпингов. Город Хвар является наиболее популярным местом для остановки, благодаря развитой инфраструктуре и близости к основным достопримечательностям. Здесь находятся престижные отели с высококлассным сервисом, которые предлагают номера с видом на море, спа-услуги и собственные пляжи. Помимо отелей, на острове распространены частные апартаменты и виллы, которые часто оборудованы кухнями и террасами. Такой вариант особенно популярен среди семей и групп друзей, так как предоставляет больше пространства и возможностей для самостоятельного приготовления еды. Многие дома расположены в живописных местах с видом на Адриатику и окружены лавандовыми полями или виноградниками. В Елсе и Стариграде можно найти более доступные варианты жилья, включая уютные семейные пансионы и бутик-отели. Эти города предлагают более спокойную атмосферу по сравнению с оживленным Хваром, что делает их привлекательными для тех, кто ищет тишину и спокойствие. В Врбоске, известный своими каналами и очаровательной архитектурой, также имеются комфортабельные апартаменты и гостевые дома. Для любителей природы и активного отдыха на острове есть несколько кемпингов, таких как кемпинг Вира, который находится недалеко от города Хвар и предлагает удобства для размещения в палатках и автодомах. Кемпинги на Хваре обычно расположены в сосновых лесах рядом с пляжами, что создает идеальные условия для отдыха на природе. Ряд агротуристических хозяйств предлагает уникальный опыт проживания в традиционных домах, где гости могут попробовать местную кухню и познакомиться с сельской жизнью острова. Такие варианты особенно популярны среди тех, кто ценит аутентичность и экологически чистый отдых. В высокий туристический сезон, который приходится на летние месяцы, бронирование жилья следует осуществлять заранее, так как остров привлекает большое количество туристов. Добраться до острова Хвар можно несколькими способами, главным образом через морские и автомобильные маршруты. Остров не имеет собственного аэропорта, поэтому ближайшие воздушные ворота находятся в Сплите и Дубровнике. Аэропорт Сплита является наиболее удобным вариантом для большинства путешественников, так как от него легко добраться до паромного порта Сплита, который является основным транспортным узлом для поездок на Хвар. Из Сплита ежедневно ходят паромы и катамараны компании. Паромы доставляют пассажиров и автомобили в Стариград, который находится на северном побережье острова. Путешествие на пароме занимает около 2 часов. Катамараны, которые не перевозят автомобили, курсируют быстрее и доставляют пассажиров непосредственно в город Хвар за примерно час. Билеты рекомендуется бронировать заранее. Если вы путешествуете на автомобиле, наиболее удобным маршрутом будет поездка через Сплит с последующей посадкой на паром. Паромы имеют вместительные палубы для машин, но в летние месяцы возможны очереди, поэтому рекомендуется прибывать в порт заранее. Альтернативно,
Возможно, можно воспользоваться паромным маршрутом из Дрвеник, который соединяет материк с портом Сучурай на восточной части Хвара. Этот путь короче и занимает около 35 минут, но требует дальнейшей поездки по острову до его главных городов. Из Дубровника также доступны сезонные катамараны, которые идут прямо в город Хвар и Стариград, что особенно удобно для туристов, путешествующих вдоль южного побережья Далмации. Этот маршрут занимает около 3-4 часов. Для тех, кто предпочитает комфортные организованные поездки, существуют частные трансферы и водные такси, которые предлагают более быстрый и индивидуальный способ добраться до острова. Такие трансферы могут быть заказаны из Сплита, Трагира или даже более дальних городов. После прибытия на Хвар туристы могут использовать общественный транспорт, арендовать автомобиль, мопед или велосипед для передвижения по острову. Но вот, наше путешествие по острову Хвар подошло к концу. Мы успели насладиться его потрясающими видами, историей и атмосферой, а также узнать, почему этот остров так привлекает туристов со всего мира. Надеюсь, вам понравилось это путешествие. Если вам интересно узнать больше о Хваре или других уголках Хорватии, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и делиться своими впечатлениями в комментариях. До новых встреч в следующих видео.